Молодой патрульный полицейский остановил катафалк во время обычной проверки. Затем он попросил водителя открыть гроб. То, что произошло дальше, повергнет вас в шок. В тот вечер, когда Маркус стоял на обочине дороги, в поле его зрения внезапно появился катафалк. Это было необычно, и что-то промелькнуло в голове Маркуса. Недавно он посмотрел фильм, в котором преступники использовали катафалк для перевозки наркотиков вместо покойника. Неужели это тот самый момент, которого он ждал? Шанс проявить себя и раскрыть настоящее преступление? Маркус был молодым полицейским, и за 10 месяцев патрулирования шоссе он не раскрыл ни одного серьезного преступления. Поэтому коллеги часто насмехались над ним. Отчаявшись, Маркус попытался развить свои профессиональные навыки, просматривая фильмы, надеясь чему-то научиться у вымышленных детективов. Взволнованный полицейский махнул рукой, приказывая водителю остановиться. Молодой полицейский представился и спросил водителя о содержимом гроба. Водитель высокомерно ответил, что это гроб с мертвым телом. Маркуса не удовлетворил дерзкий ответ водителя, поэтому он попросил его открыть гроб. Водитель заколебался, что только усилило подозрение полицейского. В попытке вселить страх в водителя и проверить его реакцию, Маркус заявил, что полиция получила информацию о катафалке, перевозящем нелегальные товары, поэтому в тот день проверялись все катафалки. По мере того, как водитель становился все более взволнованным, уверенность Маркуса росла. Он представил себе катафалк, груженный контрабандой или незаконными товарами. Устав от нежелания водителя подчиниться, молодой полицейский достал свой табельный пистолет и, направив его на водителя, приказал ему открыть гроб. Он насмотрелся достаточно боевиков, чтобы знать, что небольшое запугивание может значительно помочь в раскрытии дела. Водитель неохотно открыл гроб и показал его содержимое. Маркус заглянул внутрь, не спуская глаз с водителя, и его волнение сменилось разочарованием. Там не было ни пакетов с наркотиками, ни оружия, ни даже денег. Только молодая девушка, мирно лежащая в гробу. Маркус убрал пистолет в кобуру, испытывая смесь сожаления и досады. Человек, который казался идеальным воплощением преступного интригана, теперь выглядел невинно. Водитель, обрадованный тем, что испытание закончилось, казалось, спешил вернуться на водительское место. Его нетерпение разожгло любопытство Маркуса. Несмотря на безобидную сцену, свидетелем которой он только что стал, поведение водителя все равно показалось Маркусу странным. Внутреннее чутье подсказывало ему, что что-то не так, и он начал расспрашивать, куда направляется катафалк. Раздраженный водитель ответил, что едет на кладбище. Маркуса ответ не устроил, и он задал уточняющие вопросы. На какое кладбище направлялся водитель? И что стало причиной смерти молодой женщины? Водитель утверждал, что молодая женщина была одинокой алкоголичкой, умершей от сердечного приступа. Чутье Маркуса сразу же выявило несоответствие. Покойная не была похожа на алкоголичку, и что-то в ее смерти не сходилось. Она была одета в пижаму, как будто ее смерть была внезапной. Казалось, что ее положили в гроб без каких-либо особых приготовлений или ухода. Маркус подозревал, что женщина стала жертвой потенциально зловещей игры. Чем больше полицейский думал об этом, тем больше был полон решимости докопаться до истины. Затем он спросил, есть ли у женщины родственники, и мужчина поспешно ответил, что есть. Когда Маркус собирался спросить, почему на женщине была пижама, он был застигнут врасплох, когда водитель нанес ему внезапный и сильный удар по голове, от которого полицейский сразу потерял сознание. Несколько минут спустя Маркус очнулся в гробу и запаниковал, осознав, что лежит рядом с покойной женщиной. Его охватил страх, поскольку он не мог решить, что хуже – находиться в непосредственной близости от мертвого тела или быть запертым в закрытом гробу. Отчаянно пытаясь найти выход, Маркус порылся в карманах и нашел свой телефон. Он попытался позвонить, но, к сожалению, сигнала не было. Как раз в тот момент, когда Маркус подумал, что случилось самое худшее, он услышал стон.
Сначала он подумал, что это его разум обманывает его, но затем звук повторился. В этот момент стало ясно, что стонала мертвая женщина. Маркус окаменел. Ему потребовалось немало мужества, чтобы не закричать. Когда шок прошел, Маркус понял, что женщина все еще жива, просто находится без сознания. С новой надеждой Маркус постучал по крышке гроба, отчаянно надеясь, что кто-нибудь услышит его. Но его шансы были невелики. Наконец, по прошествии, как ему показалось целой вечности, машина остановилась. Маркус немедленно начал планировать свои дальнейшие действия. Он ожидал, что водитель откроет гроб, и приготовился броситься на него. Однако его надежда рухнула, когда он услышал голоса еще 2 человек. Увы, водитель был не один. Водитель и его сообщники вынесли гроб из машины. Они осторожно направились к кладбищу и опустили гроб в свежевырытую яму. Охваченный яростью, Маркус закричал, требуя от преступников открыть гроб, но его слова остались без внимания. Через несколько минут мужчины начали засыпать гроб землей, похоронив Маркуса и женщину, находившуюся без сознания, заживо. Как раз в тот момент, когда, казалось, была потеряна всякая надежда, голоса бандитов исчезли. Примерно через 10 минут Маркус внезапно услышал другой голос, которого раньше он не слышал. После этого кто-то начал пытаться открыть гроб. Маркус быстро включил фонарик на своем телефоне и направил его на молодую женщину, лежащую рядом с ним. К его удивлению, она открыла глаза. Он быстро попросил ее сохранять спокойствие, и она подчинилась. Человеком, пытавшимся открыть гроб, был Рон, сторож кладбища. Он заметил, как подозрительные люди опустили гроб в свежевырытую могилу и начали закапывать его. Плохо вырытая могила вызвала у Рона еще больше подозрений. Решив докопаться до сути дела, Рон решил проверить, кого хоронят. Он подошел к катафалку и заглянул внутрь, надеясь найти какие-нибудь улики. К своему удивлению, он заметил пистолет на коврике рядом с водительским сиденьем. Это означало, что работники похоронного бюро были вооружены и опасны. Поэтому Рон знал, что ему следует быть осторожным. Когда преступники ненадолго покинули могилу, чтобы выпить и обсудить свои планы, Рон понял, что это его шанс помочь тому, кто лежал в гробу. Он прокрался к могиле и открыл гроб, освободив Маркуса и женщину, находившуюся внутри. Маркус быстро вылез, схватил лопату и поспешил к отвлекшимся преступникам. Он ударил водителя лопатой по голове, в результате чего тот споткнулся и упал. Затем полицейский и сторож успешно справились с 2 другими преступниками, прежде чем те смогли восстановить контроль. К счастью, у Маркуса теперь был сигнал на телефоне. Он быстро вызвал подкрепление и скорую помощь, чтобы преступники были взяты под стражу. Полицейское расследование показало, что женщина, которую преступники пытались похоронить заживо, была богатой молодой женщиной по имени Саманта. Она стала мишенью своего мужа, который нанял людей убить ее, чтобы унаследовать ее состояние. Преступники признались в своей причастности к преступлению, и муж был арестован. Теперь, когда дело было раскрыто, Саманта была в безопасности. Между ней и отважным офицером полиции Маркусом возникла глубокая связь. Общий опыт сблизил их, что в конечном итоге привело к романтическим отношениям. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.